Печенье с яблоками из теста фила получается нежное, хрустящее, сочное и очень легкое. Из готового замороженного теста фила очень легко делать любую выпечку. И получается всегда удачно. Делаю разные печенья и пирожки из теста фила с яблоками. Для начала натираю яблоки на крупной терке. Можно и мелко порезать, но в готовой выпечке яблоки получатся совершенно одинаковыми. К 4 столовым ложкам сахара добавляю 1 чайную ложку крахмала, у меня картофельный, и ваниль или пакетик ванильного сахара. При желании можно добавить корицу. Все хорошо перемешиваю. Замороженное тесто фила очень быстро размораживается при комнатной температуре, буквально за полчаса. Лист теста разрезаю пополам вдоль, складываю и разрезаю на 3 части. Получается 6 квадратиков. На мой взгляд, единственный недостаток этого теста – то, что оно быстро подсыхает, поэтому долго на столе его держать не надо. А лучше прикрыть листы влажным полотенцем. А теперь каждый квадратик теста укладываю в форму для выпекания кексов. Очень важно, чтобы тесто у дна не порвалось, а то начинка вытечет и тяжело будет достать печенье из формы. А теперь слегка смазываю растительным маслом без запаха каждый квадратик теста. Также можно использовать растопленное сливочное масло. Каждую формочку наполняю подготовленными яблоками и сверху посыпаю сахаром. У меня это чайная ложка. А теперь квадратик теста складываю в горизонтальную гармошку. Делаю как бы смятую крышечку на печенье и укладываю поверх яблок. Опять слегка смазываю растительным маслом и торчащие углы теста укладываю на крышечку. Так получаются аккуратные яблочные печеньки. А вы на канале готовим с вами вместе. А сверху опять слегка смазываю растительным маслом. А если без масла, то получится сухо и невкусно. Отправляю в духовку минут на 20-25 при 180 градусах до легкой румяности. А теперь делаю треугольнички с яблоками. Снова разрезаю лист вдоль на 2 части. Обязательно слегка смазываю растительным маслом и выкладываю яблоки на один из углов теста. Заворачиваю соседний угол теста и прикрываю им яблоки. И дальше складываю тесто вместе с яблоками в треугольную форму. Получается треугольный пирожок с яблоками. А теперь делаю трубочки. Складываю лист теста вдоль пополам и одну из сторон промазываю маслом. И накрываю другой половиной теста, как бы склеиваю маслом. И еще маслом смазываю верхнюю часть теста. И эту полоску теста разрезаю поперек пополам. На смазанное тесто на начало выкладываю полосочкой яблоки, присыпаю сахаром и скручиваю в трубочку. А также можно завернуть трубочку как блинчик. На начало смазанной маслом стороны теста кучкой яблоки, сверху сахар и начинаю закручивать в трубочку, подворачивая слева и справа края теста вовнутрь. Получается такой конвертик с яблоками. Все печенья и пирожки выкладываю на противень, на пергамент. И обязательно каждый пирожок и каждое печенье смазываю растительным маслом сверху, чтобы не было сухо, а было вкусно. И также отправляю в духовку минут на 20-25 при температуре 180 градусов. Круглое печенье из формы для кексов очень удобно доставать вилкой. Очень легкое, нежное, хрустящее и сочное печенье получается. Яблочки успевают пропечься, верх хрустящий, а дно тонкое и нежное. Люблю готовить из теста фила. Не надо заводить тесто, раскатывать, а разморозила, закрутила в духовку и готово. И всегда отличный результат. Нежное хрустящее тесто и вкусная сочная начинка. А если понравилось мое видео, то ставьте лайки и комментируйте. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!